Приветствую своих подписчиков, зрителей канала. Было у меня несколько звонков от подписчиков. Мы уже как бы общаемся, созваниваемся, по вайберу списываемся, дружим буквально, как говорится, домами. Это очень приятно. Благодаря моему каналу у меня появилась куча новых друзей. Это очень приятно. Не стесняйтесь, звоните, спрашивайте, что надо, чем смогу, помогу. Попросили показать, как выглядят сейчас мои саженцы. Вот мои саженцы. 3 недели назад я их высадил в стаканчик. Вот они в такой, во всей красе. В общем, 3 недели я их не поливал. Вот буквально вчера только полил еще раз. 3 недели они держали очень хорошо влагу. Некоторые даже покрутило немножко от переизбытка влаги. Ну, все нормально. Значит, саженцы чувствуют себя хорошо. Довольно-таки товарные, качественные. Почки хорошо проснулись после клонекса. Так что вопросов вроде бы нет. Ну, была, конечно, отбраковка. Были, которые плохо пошли, почки проснулись и так далее. Значит, вот, например, двухпочечный черенок был. Вот он. Раз почка. И вторая с корня пошло. Внизу почку я не слеплял. И вот нижний, кстати, пошел более-менее шустренько. Поэтому, скорее всего, вот из этих двух. Так, кстати, был вопрос, что делать, когда проснулись 2 почки. Вот из этих двух я, скорее всего, нижнюю оставлю, верхнюю буду удалять. Но пока понаблюдаю. Он как-то слабенько идет. В остальных случаях, вот где проснулись, я уже, кстати, их поудалял. Многие. Вот этот трехпочечный. Нижняя была ослеплена. И осталось 2. Вот средняя проснулась, верхняя вообще не пошла. Тут, естественно, оставлю то, что есть. Значит, бывает, что с одного глазка идут 2-3 побега. Это двойнички-тройнички. Их я уже поудалял, показать тут особо нечего. В общем, если такое получилось, то берем, обламываем все слабые, оставляем только один. Самый мощный, самый красивый, самый жирный. По поводу гроздочек. Гроздочки обязательно удаляем. Они не нужны. Они заберут на себя много питания. Поэтому их по-любому надо удалить. Значит, еще был вопрос. Если очень... Вот, кстати, видите, сколько гроздочек пошло. Потом я их аккуратно ножничками удалю. Был еще вопрос. Так, какой там был вопрос? Если очень сильно, мощно пошли саженцы, вот просто поперли, или вы их очень рано высадили, и они начали расти уже там, я не знаю, полметра-метр, нет большой проблемы, если вы возьмете, прищипнете коронку. Отщипнули, все, он становится в росте, с пасынка пойдет новая точка роста, и вот эта лоза, которая пошла, она даже более мощная станет. Поэтому если у вас там уже, я не знаю, на 10 глазков уже вытянулась лоза, прищипнули верхушку, оставили 9, все. Потом в любом случае она будет дальше расти. Так что не бойтесь прищипывать, ничего с этим не будет плохого. Я это постоянно делаю, если какие-то очень сильно прут, или если у меня долго очень саженцы стоят. Обычно вот к маю, к высадке, они неудобные становятся, их приходится, ну, они никуда не помещаются, их можно обломать там, пока довезете. Поэтому прищипнули до размера, который вам больше подходит, и вперед. Так что как-то так. Все, гроздочки вот обязательно удаляем. Только аккуратно, не повредите. Если лист крутит очень, ну, не переувлажняйте, старайтесь редко очень поливать.
Пока земля влажная, не трогайте. Лучше не долить, чем перелить. Ну вот это основные были вопросы. В принципе, я все, кто их задавал, им вкратце поотвечал по телефону. Поэтому дополнил это видео. Так что ничего не бойтесь, все будет нормально. Кстати, могут возникнуть трипсы. Где-то у меня тут даже где-то было. Вот немножко есть. Я сделал такой крутой настой чеснока, обрызгал, вроде все живое. Это мне как-то так посоветовали тоже наши виноградари. В общем, трипс это клещ, он по сути не сильно опасен, но если поражен, скажем, 50% листа, вот именно места поражения, они потом все равно пожухнут и завянут. Они все-таки это клещ, он передается. Это, скорее всего, где-то от цветов передалось, от домашних. Поэтому, если есть возможность, конечно, лучше обработать, потому что лист пропадает, перекидывается это все на соседние кусты, поэтому как-то так. Трипсы, когда высадите вы это все в открытый грунт, они не любят прохлады, свежего воздуха, они сами исчезнут. Но если все-таки до высадки, вот как сейчас, до высадки у нас еще больше месяца, 1,5 месяца, поэтому в любом случае лучше обработать. Потому что можно погубить лист. Вкратце так. Сейчас куча химпрепаратов, биопрепаратов. В домашних условиях, наверное, лучше биопрепаратами какими-нибудь обработать. Небольшая проблема. Хотя, был случай, что я обрабатывал химпрепаратами. Выставлял. В общем, есть у нас центральный такой балкончик возле лифта. Туда все выставил. Там все обработал. И все нормально. Как-то ПСК, по-моему, называется. В ЖК-мите такой продается. Там конкретный аромат серы такой серьезный. Потом долго еще там проветривал. Еще были вопросы по поводу яблок. Есть у меня там видео. Вот сегодня был на даче. Сегодня 7 апреля. Вот сегодня очередную партию привез яблочек. Сохранили. Реально просто как только что с дерева. Я, честно говоря, до апреля ни разу не хранил. Но как-то съедали мы их быстро. Тут как-то запас еще остался. В общем, не ожидал, что они у меня даже до апреля сохранятся. Сейчас у меня тут еще очень поздние есть. Их я ни разу не хранил, но эти должны еще лучше храниться. Они чуть-чуть помельче. Красавцы. Красавцы, как будто только с дерева сняли. Реально способ просто бомба. Лишний раз подтверждается. Вот такой легкий пушок какой-то появился. Плесени, наверное. Они не поврежденные. Нет, есть, конечно, вот, например, вот уже подгулявшие. Их, я скажу, немного. Поэтому очередной раз подтверждается, что способ просто шикарный. Так что вот храните яблоки в таком вот виде. Ссылку оставлю в конце видео. Все яблоки забирать не буду. Оставлю часть до следующей недели, наверное. Может, через 2 недели заберу. В общем, мне даже самому стало интересно, как надолго их хватит. Это я с собой повезу. Это, не то что гнилые, но уже с бачками, немножко такими подгулявшими. Поэтому совсем гнилых я тут не нашел. Вот это самое ужасное, что я тут нашел. Остальное все замечательно. Постараюсь дотянуть до конца мая. До мая месяца. Если кому интересно, пишите в комментариях. Хотите ли вы увидеть, что будет с ними в мае месяце. В общем, по всем этим делам, по яблокам оставлю ссылку на видео, как их лучше хранить.
И кто не видел, как я укоренял в Клонексе, тоже оставлю ссылку в конце видео. Ну, надеюсь, ничего не забыл, на все вопросы ответил. Пишите, звоните, мне приятно с вами общаться. Вы все молодцы, так что не стесняйтесь. Чем смог, тем помог. Рад, если кому-то было это полезно. Все, всем пока.